Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу милые новогодние шкатулки, которые послужат прекрасным подарком или упаковкой для него к главному празднику года. Я приготовила заготовки, донышко без принта диаметром 10 сантиметров и принтированные крышки с символом Нового года, также 10 сантиметров. Также у меня приготовлен полиэфирный шнур карамель. Это шнур без сердечника 5 миллиметров от пряжа Центр. Цвет изумруд и молодая вишня. И крючок номер 5. Все необходимые материалы и инструменты вы можете приобрести по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Также прикрепляю туда свой промокод на скидку. В этом видео я покажу два варианта обвязки донышка и перехода к стенкам, два варианта вязания плотного красивого узора для шкатулки и также два варианта соединения рядов максимально незаметного и бесшовного. Также покажу, каким образом сделать расчет для того, чтобы связать крышку, которая будет идеально подходить по размерам для моей шкатулки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Оставляю нить с небольшим запасом, вставляю крючок в любое отверстие по заготовке донышка, вывожу петлю и провожу обвязку. Один стежок в одно отверстие по кругу. И когда у меня остается последнее незадействованное отверстие, я откладываю рабочую нить в сторону и подхватываю край начала, который и вытягиваю через петлю на крючке. Здесь подтягиваю до одинакового размера и делаю имитацию последнего стежка. Вставляю крючок в первую кромочную косу за обе дужки, увожу край начала туда и возвращаю в исходную петлю. Увожу на изнанку. Готово. Круг замкнулся. У меня 24 отверстия в круг. И сейчас мне нужно решить, какое количество столбиков необходимо провязать в эти отверстия. Для себя я знаю, что плотность моего вязания примерно 1 столбик в 1 сантиметре. Я замеряю окружность по кромке, так как размер шкатулки напрямую зависит от этой окружности. У меня получается 32 сантиметра, то есть 32 столбика мне нужно провязать в 24 отверстия. 32 минус 24 получается ровно 8 столбиков я должна добавить в круг. Опять-таки 24 делится на 8 ровно. Получается, что в каждое третье отверстие я провяжу 2 столбика. Итак, первое отверстие, край начала подхватываю для ввязывания в полотно, вставляю в отверстие крючок, вытягиваю первую петлю и провязываю первый столбик. Далее снова то же самое в следующее отверстие. И на третье буду делать добавление, то есть провяжу 2 столбика в одну точку, сюда же. Так до конца ряда. В каждую третью я провязываю 2 столбика. Я вытягиваю последнюю петлю больше обычного, вставляю крючок с изнанки на лицо в первую кромочную косу и увожу петлю туда, оставляя так. Теперь вставляю крючок в расстояние соединения ряда. Вставляю в петлю, которую увела наизнанку, и вывожу рабочую нить на лицо для совершения обвязки по кругу. Вставляю крючок в каждую кромочную косу и провязываю соединительную. Так до конца ряда.
Мне необходимо сделать соединение для перехода на стенки без прерывания нити. Вставляю крючок в первую косу обвязки, увожу рабочую петлю туда, далее возвращаю ее в исходный стежок. То есть последний стежок будет сделан у меня двойной нитью. Увожу на изнанку. Все, обвязка замкнулась. На изнанке петля и рабочая нить. Для возведения плотных стенок здесь я буду вводить крючок, не затрагивая косу обвязки. Буду подхватывать кромочную петлю и заднюю перемычку этого ряда. Следующим образом. Вставляю крючок в свою петлю, ввожу в намеченную точку, подхватываю и провязываю первый столбик. Далее то же самое, кромочная коса плюс перемычка, следующий столбик. Так до конца ряда без добавлений, в одну точку один столбик. Первый ряд закончен. Я перехожу к вязанию основного узора и делаю бесшовное соединение рядов. Вытягиваю петлю. Первая кромочная коса ряда, не путайте ее с переходной петлей, которая прячется на изнанку. Увожу петлю туда. Теперь ввожу крючок для вязания узора галочка в раскол. Раскалываю галочку с лица и с изнанки. Крючок выходит из центра одного столбика. Подхватываю уведенную петлю и подхватываю рабочую нить, вывожу первый столбик следующего ряда, провязываю его. Далее точно так же буду соединять ряды из ряда в ряд этим способом и продолжаю вязание узора галочка в раскол. Очень внимательно, крючок должен выходить из центра одного столбика. С лица входить в центр столбика, с изнанки выходить. Я провязала 7 рядов, и этой глубины мне достаточно. В сантиметрах около 7 сантиметров. Я отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю край и делаю соединение. Вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу на изнанку. Край полиэфирного шнура необходимо опалить, для того, чтобы он не распускался. И увожу в исходную петлю на изнанку, где прячу кончики. Переходим к обвязке крышки. Делаем по аналогии. Сначала декоративная обвязка, потом выводим необходимое количество столбиков в круг. Напоминаю, я делала добавление в каждое третье отверстие. Тем самым у меня 32 столбика. Соединяю ряд точно так же, как и на протяжении вязания корзинки. Вставляю крючок, чтобы вывести следующим рядом столбик узором галочка в раскол. Подхватываю петлю и рабочей нитью следующий столбик, первый столбик второго ряда. Готово. Для того, чтобы крышка отлично подходила к размеру моей шкатулки, корзинки, мне необходимо добавить 6 столбиков в ряд. Так как 32 не кратно 6, я добавляю на каждый 5-й столбик, провязывая 2 в одну точку, и 2 раза на каждый 6-й. 2-й, 3-й, 4-й. В 5-й галочка в раскол, провязываю 2 столбика в одну точку. И так по кругу контролирую себя, чтобы получилось 6 добавлений.
Замкнула ряд с добавлениями. Теперь у меня к 32 плюс 6, 38 столбиков. И далее я вяжу без добавлений и убавлений. Следующий ряд загнет края и превратит заготовку в крышку для моей шкатулки. Можно провязать уже обвязочный ряд, и изделие готово. Но я провяжу еще один ряд без добавлений, и только тогда перейду к обвязке. 2 ряда без добавлений провязано, и перехожу к обвязке. Кромочную косу просто соединительными стежками. Здесь важно с тем же натяжением нити связать, что и стенки, для того, чтобы крышка не была стянута. Отрезаю нить с небольшим запасом, опаливаю край, делаю соединение, имитацию соединения с первым стежком, уводя край нити в исходный стежок на изнанку, и прячу кончики. Первый вариант готов. Наполнение на ваше усмотрение. Второй вариант обвязки я также начинаю с запаса нити, но запас в этот раз составляю больше, чем обычно, порядка 1,5 метра. Ввожу крючок в любое отверстие, вывожу первый стежок и так далее по кругу совершаю обвязку соединительными стежками. Также замыкаю круг с помощью запаса нити, который оставила в начале. Подхватываю край нити, протягиваю его полностью в петлю и делаю завершение соединения, вставляя крючок в первую косу обвязки, увожу край нити туда и возвращаю в исходную петлю на изнанку. При втором способе обвязки дна и возведения стенок та часть, которая была лицевой, станет изнаночной, а изнаночная лицевой. Корзинка, шкатулка будет с небольшим бортиком, поэтому край начала, который я оставила с запасом, увожу на изнанку. Внутрь изделия. И оставляю пока так. Рабочую нить то же самое увожу на изнанку. В течение работы все время через это отверстие она будет подтягиваться. Вставляю крючок в текущую кромочную косу и провязываю рабочей нитью первый столбик. Здесь для получения необходимого объема по кругу мне точно так же, как и в прошлом варианте, нужно добавить в каждую третью точку. Я провязала первый ряд, сделала необходимое количество добавок, кроме последнего столбика. В последний столбик я буду провязывать уже с помощью края начала для бесшовного соединения. Вставляю крючок, так, рабочую нить оставляю там, где она мне нужна, с изнанки. Вставляю крючок, подхватываю край начала и провязываю последний столбик. Вытягиваю этот край и делаю бесшовное соединение. В первую кромочную косу увожу край и возвращаю в исходную петлю. Снова на изнанку, где он у меня и остается до следующего ряда. Из ряда в ряд я делаю соединение этим запасом нити, который оставила в начале работы. И продолжаю работать снова рабочей нитью. Следующим рядом мне нужно заложить основной узор моей корзинки, шкатулки. Я оставляю в стороне край начала, хвостик, которым соединяла ряды, перехожу к работе с рабочей нитью,
Здесь сейчас вставляю крючок в текущий столбик в раскол, как при вязании узора галочка в раскол. Слежу, чтобы крючок вышел и с лица, и с изнанки, с центра столбика. И в эту же самую точку провязываю еще один столбик без накида. Готово. Для того, чтобы у меня не изменилось количество петель в круг, следующую галочку столбик я пропускаю. И через одну провязываю снова в раскол 2 столбика в одну точку. Далее то же самое по кругу. Пропускаю столбик и в следующий в раскол слежу, чтобы крючок выходил правильно из центра основания столбика. Провязываю 2 столбика в одну точку. Так до конца ряда. В конце ряда точно так же я не довязываю один столбик, а провязываю его в ту же точку остатком запасом нити, после чего вытягиваю и делаю соединение. Из ряда в ряд соединения буду делать одним и тем же способом. Первую кромочную косу увожу край начала и возвращаю в исходную петлю на изнанку. Подтягиваю для того, чтобы все петли были одного размера. Оставляю край начала в стороне и продолжаю рабочей нитью вязать узор. С этого ряда узор будет вязаться одинаково. Я точно так же буду пропускать один столбик. Это будет первый столбик из 2 провязанных в одну точку в первом ряду. И вяжу в раскол во второй столбик 2 столбика без накида. Готово. Далее следующая двойная. Первую пропускаю, во второй в раскол слежу за проколом столбика, вяжу 2 столбика в одну точку. Далее по рисунку то же самое. Первый снова пропускается, во второй 2. Обращаю ваше внимание, вяжу столбики в раскол, как в предыдущем узоре. По кругу соединение рядов из ряда в ряд хвостиком продолжаю на необходимую глубину изделия. Обращаю ваше внимание, что данный узор плотнее первого, и в связи с этим объем корзинки получается меньше. И в 8 рядах, аналогично тем 7 сантиметров по высоте. Здесь сейчас закрываю последний ряд рабочей нитью. Отрезаю с небольшим запасом, не забываю опалить край. И делаю имитацию соединения, вытягивая, вставляю в первую кромочную косу ряда, увожу на изнанку и возвращаю в исходную петлю, после чего прячу оба кончика. Крышку обвязываю по аналогии с донышком первой корзины. Сначала декоративная обвязка по кругу, потом выхожу на 32 столбика в круг, делая добавление в каждое третье отверстие. По крышке от борта 2 ряда галочка в раскол, и аналогично прошлой шкатулке делаю обвязку по краю, стараюсь не затянуть изделие. Периодически примеряю. Мои шкатулки готовы. За вами остается выбор способа обвязки донышка, узор возведения стенок, способ соединения рядов и обвязки крышки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!